Добрый вечер, друзья. Здрасте, всем привет. Привет. Обожаю приезжать в Одессу. Каждое лето приезжаю. Только спустя много лет смекнуло, что я просто приезжаю. Это уже невыгодно. Цены уже не те, что раньше. В Одессе люди уникальные. Мне очень нравятся самые уникальные люди, наверное, в мире. Вчера был в горсаду, сидел. Подходит какой-то мужчина, говорит: у вас завтра концерт? Я говорю: да. Он говорит: а чего не репетируете? Я уже 24 дня в Одессе. Мы приехали с женой на машине из другого города. Там, где мы живем. На московских номерах машина у нас. Многие переживали за нас, как мы будем ехать через границу. Но все нормально, мы добрались хорошо. Я прибыл в Украину в рамках программы «Евреи без границ». А много евреев в зале? Есть евреи в зале? Скажем так, не евреи есть в зале? Одесситы. Одесситы — это евреи, которые не хотят говорить, что они евреи. Моя семья в зале сегодня, я их вижу, они там сидят, не буду показывать, где именно, там. Бабушка сегодня тоже здесь, она всегда говорит мне, что я очень быстро говорю, когда выступаю, и просит помедленнее, поэтому сегодня будет очень длинный концерт. Специально для бабушки. Я практически не волнуюсь, потому что со мной уже рассчитались. Я всегда прошу, чтобы со мной сразу рассчитывались. Иначе я сильно волнуюсь. Со мной как-то сразу не рассчитались, я весь концерт очень сильно волновался. Оказалось, что не зря, потому что со мной так потом и не рассчитались. Сказали: ты что-то так сильно волновался. Давайте пообщаемся с вами. Как вас зовут? Евгений. Хорошее имя. Чем занимаетесь, Евгений? Растамаживайте по чуть-чуть. Пока еще можно. Я слышал, сейчас всех отчитали, кто по-крупному растамаживал. По чуть-чуть можно, да? В Одессе вообще по чуть-чуть многое можно. У меня отец, например, очень экономный человек, он экономит воду. Он нашел способ, как добывать воду из крана бесплатно. Он открывает кран совсем чуть-чуть, так, чтобы вода текла совсем тонкой струечкой, и тогда водомер не крутится. Это вам от моего отца. Он набирает воду в емкости и потом ее использует. Отец любит по воскресеньям принимать ванну, но так, чтобы это не было дорого, он начинает набирать ее в среду. Он начал использовать этот прием и в других сферах тоже. Он открывает холодильник немножко, так, чтобы лампочка не загоралась. И когда приходят гости, если немного дверь приоткрыть, тогда не так много гостей придет. По чуть-чуть можно. С кем вы пришли? С женщиной любимой. Это что за статус? Любимая женщина. Есть еще одна просто. Есть еще одна. Вы откуда знаете? Вы знакомы? С ним? С еще одной любимой женщиной? Вы с кем пришли? С девушкой. Давно вместе вы с любимой девушкой? Год. Нормально. Ну и как вам? Как-то отношения будете оформлять официально? Поживем, увидим. Для нее скажите, сколько это еще надо? Надеюсь, доживет. Надеюсь, доживет. Чем вы занимаетесь? Моряк. Моряк.
Доживет. Где вы познакомились с ней? В интернете. На каком сайте? Это важно. Контакт. На запрещенных сайтах знакомитесь? Это было 5 лет назад. Еще было можно, согласен. То есть вы 5 лет вместе? Да, уже предложение сделал. Уже сделали предложение. Какой молодец. Молодец. На Шри-Ланке еще. Ни хрена себе. Что это вас угораздило? Растаможка шла нормально? По чуть-чуть. Когда свадьба? 7 ноября. Почему решили именно 7 ноября? Такие числа, у меня 7 любимое число, у женщины 11. Вот так вот. 7 любимое число, у женщины 11. 11 июля как-то не сильно хотелось. Как вас зовут? Илья. Вы откуда? С Одессы? Где вы родились, в каком районе? Измаильский район. Понятно. С Измаильского района у нас человек. Да, помним старый район. Многие оттуда считают, что не с Одессы. С кем вы пришли сегодня? С женой. С женой. Как жену зовут? Оля. Оля. Чем занимаетесь, Оля? Вы домохозяйка. Почему вы не на месте? Что вы себе позволяете? Устраиваете беспорядок? Кто еще интересный? Последний кто-то интересный. Я думаю, вот здесь у нас кто-то интересный. Вот последний, давайте вот вы с краю. Я вас знаю? А я вас? Не, я вас не знаю. Как вас зовут? Я просто с теми, кого знаю, я не общаюсь. Чтобы меня не обвинили. Говорите. Родион. Я не ошибся в выборе. Чем занимаетесь здесь? Айтишник. Вы в компьютере что-то делаете? Моряком не хотели стать? Могли и плыть и там что-то делать? Мечтаете переехать в Кремниевую долину, может быть? Уже переехал. Уже переехали? В мыслях или действительно? Вы сейчас приехали оттуда? Нет, вы просто переехали и пока здесь? Понимаю, я тоже давно переехал, я в Манхэттене живу, там у меня особняк. Просто по концертам, чтобы платить за жилье, знаете, мотаюсь. Как вы рады новому президенту, друзья? Я очень рад новому президенту, честно. Наконец-то моя мама отстанет от меня с вопросами, к чему все это. В зале сегодня моя бабушка, я уже говорил. Бабушка уже в достаточно серьезном возрасте. Раньше она была помоложе, она каждое лето куда-то уезжала, оставляла мне квартиру. И я в бабушкиной квартире устраивал тусовки с друзьями. Бабушкина квартира — идеальное место для тусовок с друзьями. Посудите сами, там все электроприборы чем-то накрыты. Много стаканов, чашек, в холодильнике много закруток. Такое ощущение, что бабушка сама всегда готовилась к вечеринке. Соседи не вызовут милицию. Даже если громко будет играть музыка, они подумают, ну бабушка плохо слышит. Плохо слышит немецкая техно. Самое страшное, когда с утра на балконе у бабушки стоят 2 парня в полотенцах и курят. Соседи не понимают, что происходит. То ли бабушке повезло, то ли она в опасности. Мы как-то с другом стояли на балконе, с утра проходил какой-то сосед, говорит, а где бабушка? Я говорю, бабушка отдыхает. Как-то помню, познакомились с девчонками в клубе, привезли их в квартиру к бабушке, они смотрят на квартиру, говорят, что это за квартира? Я говорю, это мы сняли квартиру. Они смотрят, а на шкафу стоит моя фотография с бабушкой. Они говорят, а это кто? Я говорю, бабушка. Говорю, просто когда снимаю квартиру, ставлю фотографию с бабушкой, чтобы чувствовать себя как дома. Они говорят, а почему на этой фотографии вы с бабушкой в этой квартире? Я говорю, хороший вопрос.
Мне 34 года, я веду здоровый образ жизни, уже достаточно давно. Хотя раньше бывало всякое, бывало я покуривал сигареты. Я начал курить лет 18, я тырил сигареты у своего соседа по коммунальной квартире. Он просто курил такие же, как и я. Ну, потому что я курил его сигареты. Мы с соседом курили синий Честер. В какой-то момент сосед смекнул, что для него слишком дорого обходится синий Честер. И в один из дней мы, не сговариваясь, одновременно перешли на синий Винстон. Для меня было главное, чтобы родители не поняли, что я курю сигареты. Сосед курил в туалете, я всегда ходил курить в туалет сразу после соседа. Типа, если что, это сосед. Сосед был уникальным человеком. Ему удавалось покурить у нас в туалете, даже когда он уже переехал. Самое обидное было, когда заходишь в туалет после соседа, а там не накурено. Просто какой-то странный запах. Говнистый был человек-сосед. Любил мне поднасрать. Часто бываю в Украине. Часто, слава богу, часто бываю в Украине. Все нормально. Летаю обычно через Беларусь. Сейчас, если хочешь полететь из России в Украину и наоборот, надо через Беларусь. Это такая государственная программа поддержки братских народов. Думаю, когда можно было летать напрямую, в Беларусь никто, кроме белорусов, не летал. Белорусские авиалинии, очень интересная авиакомпания. Я бы не летел, я был вынужден летать этой авиакомпанией. Мне кажется, слоган «Белавия» можно сделать «Белавия, вы вынуждены летать вместе с нами». Мы сами вынуждены летать вместе с вами. Бизнес-класс Белавия максимально странный. Он такой же, как обычный эконом-класс, даже хуже. Потому что, когда летишь в Белавия бизнес-классом, на тебя все смотрят из эконома и думают, ну и дебил. У меня в Одессе есть квартира. Я недавно сделал там ремонт, чтобы ее можно было сдавать. Потому что она не давала мне спокойно спать тем, что она есть и ничего не приносит. Ремонт делала одесская бригада строителей. У них у прораба была фамилия Бендер. Он хотел, чтобы я сразу рассчитался. Я говорю, не надо, я читал книгу, смотрел фильм, так что не получится. Он сказал, что ремонт будет стоить 10 тысяч долларов и продлится 3 месяца. В итоге ремонт стоил 25 тысяч долларов и шел полгода. У меня был концерт в Одессе весной или осенью. Я рассказывал эту шутку, и оказалось, что это Бендер в зале. Он после концерта ко мне подошел, говорит, ремонт шел не полгода, а 5 месяцев. Я говорю, ты тоже даешь. Не мог тебе сказать, я бы тебе дал 2 билета. Он говорит, я могу себе позволить. Сейчас сдаю квартиру в Одессе. Хороший прибыльный бизнес. Особенно в сезон летом квартиры посуточно очень хорошо стоят. У меня есть друг в Одессе, он сидел в тюрьме. Он перед тем, как выйти из тюрьмы, ко мне обратился за помощью. Написал мне, сейчас выхожу из тюрьмы, можешь помочь деньгами, хочу снять квартиру. Разгар сезона, все квартиры очень дорогие. Я ему написал, ну ты тоже вздумал в разгар сезона выходить. Пошали там, пусть тебя поддержат до зимы. В итоге он, видно, нормально пошалил, потому что ему еще 3 года дали. Сдаю квартиру балеруну из оперного театра. Там живет балерун. И я рад, я совершенно не переживаю за квартиру. Я понимаю, что соседи снизу навряд ли будут жаловаться. Максимум, что они скажут, это что громко играла классическая музыка, и кто-то ходил на цыпочках. У меня нет предубеждений по поводу ориентации балерунов. Но меня очень насторожило, что когда я ему сдавал квартиру, я ему сказал, ты же сюда баб не собираешься водить? И он сказал, нет. Никаких баб. Никогда. И поцеловал меня. Говорит, куда ты пойдешь, уже поздно, оставайся, все-таки твоя квартира. Сдаю квартиру, это прикольно, это пассивный доход. Ты ничего не делаешь, просто получаешь деньги, это классно, всем рекомендую. Я до этого уже как-то вкладывался в пассивный доход, как-то вложил 3000 долларов в один бизнес. Этот бизнес должен был мне приносить 300 долларов в месяц. Это был самый пассивный доход в моей жизни. Дал деньги человеку, больше никогда его не видел. Очень пассивный доход. Вообще ничего делать не нужно было. Нужно было просто забыть это. Оказалось, не так просто. Человека звали Тигран. Не лучшее имя для стартапера. Мне кажется, Тигран может тебе вернуть деньги только в одном случае, если ты Фазиль. Тигран предлагал уникальный, очень перспективный на то время бизнес. Настенные часы в 21 веке. Я уже 6 лет в часовом бизнесе. Часовой бизнес многому меня научил. Например, ждать.
Недавно был в Стокгольме, была экскурсия по Стокгольму, и девушка-экскурсовод нам все показывала и говорит, а вот здесь самая дорогая квартира в Стокгольме. Я говорю, интересно, а кто в ней живет? Она говорит, владелец часового бизнеса. Я говорю, интересно, как его зовут, не Тигран случайно? Она говорит, нет, этого Армен. Я говорю, я просто тоже из часового бизнеса. Она говорит, ну вы там, наверное, все друг друга знаете. Я говорю, да, мы все друг друга знаем, но никто не знает, где Тигран. Я люблю читать книги, друзья. Люблю читать книги. Недавно прочитал книгу, она называлась «Думай как миллиардер». Потом был в книжном магазине, видел еще одну книгу, она называлась «Думай как миллионер». Я подумал, не хочу опускаться до этого уровня. Я уже как миллиардер думаю. На всякий случай купил, прочитал обе, чтобы думать как мультимиллиардер. Тяжело, конечно, думать как миллиардер, когда ты не являешься миллиардером. Я с утра просыпаюсь пораньше, чтобы успеть покататься на яхте, в итоге просто дольше сижу в туалете. Особенно тяжело думать как миллиардер, когда ты летишь в экономе. Посередине. Но я и там не отчаиваюсь, я все равно думаю как миллиардер. Я думаю, что люди по бокам — это моя охрана. Толстый мужик и женщина с ребенком идеально охраняют мои локти от подлокотников. Чтобы, не дай бог, не дотронулись. Люблю читать книги. Недавно читал книгу, она называлась «Магическая уборка». В книге описывается, как правильно убраться в квартире. Там говорится, что нужно брать каждую вещь, которая у тебя есть дома, в руки, держать ее, чувствовать, радует она тебя или нет. Если радует, то оставлять. Если не радует, тогда выбрасывать. В общем, я прочитал эту книгу, понял, что она меня не радует, и выбросил ее. Недавно заметил, что у меня любимое времяпрепровождение в мобильном телефоне — это мобильный банк. Мобильный банк. Знаете, кто-то в Инстаграме сидит, кто-то там в игры играет. Я в мобильном банке всегда. Перевожу там деньги со счета на счет, в другую валюту. Кладу $20 на депозит. На следующий день снимаю, перевожу фунты стерлингов. Кладу на сберегательный счет. Говорят, для того, чтобы развлечься, нужны деньги. Да, деньги нужны, но тратить их вовсе не обязательно. Просто переводишь со счета на счет. Приходит смс-ка, вам пришли деньги. Я знаю, что они пришли от меня, но это вдвойне приятно. Пришли деньги от хорошего человека. Они там в банке, наверное, прозревают, думают, когда он сам с собой рассчитается уже. Я хожу в бассейн в Москве. Бассейн советского типа. Там на выходе сидит женщина советского типа. Я каждый раз, когда выхожу, говорю ей «до свидания», она всегда мне говорит одно и то же. Она говорит «всего доброго». Знаете, вот это в русском языке есть «всего доброго», в котором вообще нет ничего доброго. Всего доброго. Или вот это, когда тебе говорят «уважаемый». Без всякого уважения. Слышится как «презираемый». Или когда тебе удачи могут пожелать так, что ты потом вообще будешь неудачником. Типа «удачи». Самое страшное — это комбинация всего этого. Когда тебе говорят «всего доброго, уважаемый, удачи». Есть только одно противоядие против этого. Это «и вам не хворать». Часто летаю самолетами, меня в самолетах раздражают люди, которые заходят со своим посадочным в самолет и не понимают, где их место. Знаете таких персонажей? Он заходит со своим посадочным, смотрит на самолет, смотрит на посадочный и не понимает, что делать. Стоит такой типа 10Б. 10Б. Это вообще где? Или это класс, в котором я учился? Потом садится просто на какое-то любое свободное место. Ждет, пока кто-то подойдет, скажет, что это не его место, чтобы спросить, а где мое? Я когда захожу в самолет, если я вижу, что кто-то сидит на моем месте, я сразу про себя думаю, ага, попался дурачок. Тут главное все внимательно 3 раза перепроверить, чтобы убедиться, что именно он дурачок. Меня очень веселят в самолетах такие люди, которые, знаете, подходят к туалету и не могут понять, как туалет открывается. Такие мимы, которые подходят и начинают свое шоу. И смотрят обычно на людей. Я если там сижу, я всегда просто хлопаю. Типа, браво, чувак. Отличное шоу. Как-то недавно подошел такой чувак, пытался попасть в туалет, долго дергал дверь. В конце просто развернулся и ушел обратно.
Я даже не знаю, что произошло у него. Часто летаю, меня больше всего бесят в самолетах такие маленькие дети, которые тарабанят ногами в спинку твоего кресла. Недавно летел, и какой-то маленький ребенок всю дорогу тарабанил мне ногами в спинку кресла. Я в какой-то момент уже не выдержал. Слышу, мама ему говорит: «Вова, не надо так делать». И он перестал. 10 минут прошло, он опять начал тарабанить ногами в спинку кресла. Я поворачиваюсь, говорю: «Вова, не надо так делать». А там взрослый мужик. Говорит: «Ладно, не буду». Я говорю: «Я думал, тут маленький ребенок». Он говорит: «Не, я взрослый мужик». Вова. Не люблю, когда меня ругают без повода. Я недавно опаздывал, ехал в аэропорт, но приехал вовремя, еще успевал. Подхожу на стойку регистрации, даю женщине свой паспорт, говорю: «Дайте посадочный». Она так на меня смотрит и говорит: 3 минуты до конца регистрации. Я думаю, зачем мне эта информация? Говорю: 12 дней до Нового года. Держи тебе такую же. Забавляют люди в самолетах, которые хотят себе сделать покомфортнее, которые, знаете, используют эту повязку на глаза. Типа он надел повязку, и все, у него там ночь. Ночью уже намного комфортнее спится, сидя. Мне эта повязка напоминает шторку в бизнес-классе. Она по такому же принципу работает. Шторку же, если задернуть, то все, бедных здесь нет. Бедность, она же через шторку не просачивается. Хорошо, что есть эта шторка. Я думаю, если нет шторки, возможно, людей в экономии просто бы чем-то накрывали. Или говорили: смотрите в окно. Не мешайте богатым. Часто узнают стюардессы в самолетах, хотят со мной сфотографироваться, отводят меня куда-то, либо там хвост самолета, либо в начало, фоткаются со мной. Люди, которые сидят рядом со мной, не всегда понимают, что происходит. Недавно летел, рядом сидел мужик. Подошла стюардесса, на ухо попросила пойти с ней сфоткаться. Я пошел с ней сфоткался. Возвращаюсь довольный, сажусь на место. Мужик смотрит и не понимает, что произошло. Говорит: а можно мне тоже? Я говорю: я так часто не могу. Недавно летел в самолете, было холодно, я попросил у стюардессы плед, она принесла мне плед, и было тепло с пледом. И объявили, что мы через 20 минут будем заходить на посадку. Подходит эта стюардесса, говорит: могу я забрать у вас плед? Я говорю: еще 20 минут лететь, мне будет холодно. Она говорит: могу я забрать у вас плед? Я говорю: ну попробуйте. Она тянет, я держу. Говорю: ну что, можете забрать у меня плед? Она говорит: не могу. Я говорю: вот и ответ на ваш вопрос. Никто не может забрать у меня плед. Я ее прекрасно понимаю, потому что воруют пледы в самолетах. И я сам один раз такое видел. Мы как-то прилетели, все спустились в автобус, догоняя стюардесса, говорит: кто-то украл плед, пока не вернете плед, вы никуда не поедете. Какая-то девушка, оказалось, украла плед. Она была с парнем, она дает ему плед, говорит: скажи, что это ты. Видно, она ему сильно нравилась, потому что он сказал, что это он. Я не удивлюсь, если потом она его бросила. Он спросил, почему, она сказала: потому что ты вор, Олег. Воруешь пледы. Меня очень напрягает момент паспортного контроля, если ты летишь за границу, когда проходишь эту будку, где сидит пограничник, берет у тебя паспорт. Очень неловкий момент, когда он смотрит на тебя, смотрит на паспорт. В этот момент стараешься быть максимально похожим на паспорт. Сложная работа у человека, согласитесь. Он весь день сидит и сверяет людей с паспортами. Весь день сомневается в том, что люди те, за кого себя выдают. Я думаю, когда он приходит домой, это так, он приходит домой, там жена уже спит. Он на всякий случай берет ее паспорт, смотрит на нее, смотрит в паспорт. На всякий случай будет и говорит: цель визита. Наташенька. Недавно у меня был концерт в Тюмени, и организаторы решили меня уважить. Они мне купили не бизнес, нет, они мне выкупили ряд в экономе. Ряд в экономе. Очень странная фигня. 3 места в экономе просто. Полный самолет людей, и я лежу. Я подумал, что ряд в экономе — это круче, чем бизнес. Ты просто лежишь в эпицентре нищеты. Все на тебя смотрят, думают, кто это такой вообще? Какой-то испанский князь. Я летел, лежал, заснул. Стюардесса разбудила, говорит: кушать будете? Я говорю: раздайте нуждающимся. Обратно летели, тоже у меня был ряд, я уже был привыкший. Сидел на взлете, ждал, пока можно будет лечь. Там сразу нельзя ложиться, к сожалению. Не все так круто. И мужик из другого ряда говорит стюардессе, показывает на мои места и говорит: а можно туда пересесть? Она ему говорит: к сожалению, весь ряд выкуплен.
Он так на меня посмотрел, и я такой... Типа, могу себе позволить, мужичок. Не вздумай. Вообще, я подумал, очень странное проявление богатства — выкупить ряд в экономе. Это примерно как выкупить вагон в плацкарте. Полежать немного на боковушке, чуть-чуть на верхней, заказать у проводницы чай, и пусть она тебя ищет. Потом выглянуть встретить и сказать: я здесь. И чай я хотел горячий. Переделывай. В Тюмени перед концертом ко мне обратился какой-то парень. Говорит: можно у вас на концерте сделаю предложение своей девушке? Я говорю: можно, только не громко, так чтобы людей не отвлекать. Он говорит: вы просто очень нравитесь моей девушке. Я говорю: а чего тогда ты ей предложение будешь делать? Недавно были с женой в Японии. Это все благодаря вам. Вы покупаете билеты на концерте, так что я не хвастаюсь, я просто отчитываюсь за потраченные деньги. Ходили в Японии в зоопарк, классный зоопарк, гуляли по зоопарку. В какой-то момент подошел маленький русский мальчик. Говорит: предлагаю вам обратить внимание на черепах. Мы подошли, там две черепахи, одна сидит на другой. Занимаются пополнением популяции черепах в зоопарке. Я думаю, интересный мальчик, интересный. Гуляли дальше, он опять к нам подходит. Говорит: предлагаю обратить внимание на обезьян. Мы подходим, там две обезьяны занимаются тем же, чем и черепахи. Я подошел к маме этого мальчика, говорю: предлагаю вам обратить внимание на вашего сына. И на то, на что он предлагает людям обратить внимание. Она говорит: знаете, наверное, это я виновата, потому что он мне показал, я ему говорю: ты давай еще всем тут покажи. Поаплодируйте, кто в браке, друзья, кто женат. Такие не самые веселые аплодисменты. Типа, да-да, это мы. Я 4 года в браке, 4 года, недавно была годовщина. Жена хотела на годовщину надеть свадебное платье. Я говорю: это как-то странно, хочешь надевай, но я с тобой никуда не пойду. Как по мне, это странно на годовщину свадьбы надевать свадебное платье. Это примерно как надеть костюм с выпускного на встречу выпускников. Навряд ли одноклассников это обрадует. Подумают: Валера странный какой-то. 20 лет в одном костюме ходит. Так блевота хорошо отстиралась. У моей жены есть серьезная проблема. Ей постоянно нужно, чтобы я ей что-то купил. Очень тяжелый случай. Она недавно мне заявила, что женщина — это ворота благосостояния семьи. Что чем больше женщине нужно, тем больше мужчина будет зарабатывать. Я говорю: с каких пор в нашем заборе экономии появились ворота благосостояния? Недавно лежали, она мне говорит: слушай, ты же купишь мне тот браслет? Я говорю: хорошо, куплю. Она говорит: хорошо, я тогда похудею. Я говорю: конечно, похудеешь, ведь для того, чтобы купить тебе тот браслет, нам придется очень мало кушать. Мы все похудеем, и я похудею, и ты похудеешь, и все наши родители похудеют, лишь бы купить тебе тот браслет. Знаете, как есть семьи, которые не едят после 6? Мы семья, которая не ест после того, как купили браслет. Недавно жена говорит: ты знаешь, я почитала, оказывается, я подхожу для ношения бриллиантов. Я говорю: ну слава тебе, Господи. Так, ну купил бы этих бриллиантов, ты не подходишь. И что с ними делать, непонятно. Мне кажется, любая девушка подходит для ношения бриллиантов. Нет такой девушки, которой подаришь бриллианты, она скажет: не, я не подхожу. Мой камень агат. Будь добр. Недавно были в магазине с женой, она вдруг ни с того ни с сего, с какого-то перепугу начала примерять шубу. Я говорю: что происходит вообще? Она говорит: смотри, какая шуба хорошая, ходила бы в ней и бед бы не знала. Я говорю: ты какие-то беды знаешь или что? Ты в магазине примеряешь шубу, тебя не выгоняют раздуплить, у тебя все нормально. Моя жена работает, она получает зарплату. Я долго наблюдаю за женщинами, я заметил, что всем женщинам обязательно в день зарплаты нужно купить какую-то хрень. Они как будто бы хотят проверить, работают ли деньги. И если выясняется, что деньги работают, им нужно проверить, все ли деньги работают. У мужчин по-другому. Мужчинам в день зарплаты нужно проверить, работает ли печень. И если выясняется, что печень работает, нужно проверить, вся ли печень работает.
Я понимаю женщин, потому что им очень важно, как они выглядят. Очень важно. Многие женщины следят за собой, многие. И я недавно наблюдал такую картину. Вышла девушка из салона красоты, вся такая с укладкой, с кудрями, немного прошлась, подскользнулась, упала, встала и зашла обратно. Типа надо переделать. Я 4 года в браке, я понял, что жена — это ужасный человек. Жена — это такой человек, который постоянно что-то тебе говорит из другой комнаты. И в том, что ты это не слышишь, виноват ты. Она обычно приходит и говорит: ты что, глухой? Мне кажется, ты что, глухой? Это в целом очень странный вопрос. Он был бы логичен, если написать его на бумажке. И приписать, если нет, тогда моргни 2 раза. Жена меня недавно заставила пойти к врачу проверить слух. Я пришел к врачу, врач говорит: на что жалуетесь? Я говорю: я не жалуюсь. Он говорит: а кто? Я говорю: жена говорит, что я ее плохо слышу. Врач подумал, говорит: а вам сильно важно, что она вам говорит? Я говорю: ну, временами. Он говорит: у меня такая же ситуация. Прихожу от врача, жена говорит: ну что сказал врач? Я говорю: а? Я в последнее время использую какую-то одинаковую общую фразу. Если она мне что-то говорит, я ее не слышу, я обычно отвечаю: вполне возможно. Недавно оказалось, что не всегда подходит. Она спрашивала, люблю ли я ее. 4 года в браке, из развлечений таких серьезных — это время от времени поехать в какой-то магазин, типа все для дома, там Икеа или что-то такое. Что-то прикупить для обстановки. Потому что когда жену уже особо не поменяешь, хочется хотя бы обстановку поменять. У меня жена достаточно ревнивая. Я считаю, что такие женщины виноваты в том, что у нас есть очень странные мужчины. Я считаю, что мужчине нужно давать выпуск своему флирту, даже если он в браке, это не повредит, потому что иначе мужчины это копят. И тогда у нас получается из-за таких женщин такие, знаете, 40-летние мужики, которые на почте целуют кому-то руки. Знаете, ему ничего не было нужно, он просто забежал: мадам, хорошего дня. Всем марки до Чернигова. Единственное, с кем нельзя флиртовать, это парикмахерши. Особенно мне. Потому что когда флиртуешь с парикмахершей, она становится вся такая игривая. А в моей прическе очень важно, чтобы шар был идеально ровным. Я как-то что-то шутил с парикмахершей. Она засмеялась, у нее дернулась рука, и она сбрила мне кусок прически. Говорит: ой, вы такой смешной. Я говорю: теперь уж точно. Говорю: мне еще уши побольше, можно шутки вообще не придумывать. Кто ходит парами в супермаркет, поаплодируйте, кто-то ходит парами в супермаркет. Молодцы. Я за вами наблюдаю всегда. За теми, кто ходит. Как у вас, скажите, распределяются роли в супермаркете? Кто что делает? Я выбираю, он просто катит тележку. Это последняя стадия, когда тебя загнали под каблук полностью. Последняя стадия, знаете, в супермаркете. Вот этот мужик, который просто катит тележку. Периодически видит такого же и так. До этого предпоследняя стадия, типа она что-то накладывает, он говорит: нет, Наташ, ну нам это не надо, потом все последнее он просто катит. Самое последнее, это когда она ему говорит: Валера, постой с тележкой тут, я буду приносить. Не обременяй себя. Замечали, что все, что жена берет в супермаркете, все очень нужно? Все, что ты берешь, это хрень полная. Это вообще не пригодится. Высший пилотаж — это когда муж привозит свою жену на машине в супермаркет. Они заходят в супермаркет, он везет телегу, она все набирает. Он на кассе рассчитывается, грузит в багажник. Такой платежеспособный грузчик. И везет ее обратно домой. Такой свозил высший разум за покупками. Я 4 года в браке, друзья, и я понял, что удовольствие от секса становится намного больше. Если раньше удовольствие от секса было: ох, как мне хорошо, то теперь удовольствие от секса: ох, как мне хорошо, теперь еще 2 недели можно этим не заниматься. Вообще восхитительно. Недавно с женой начали экспериментировать в постели. Уже неделю спим в разных комнатах. Удовольствие нереально, лежишь, тебя вообще никто не трогает. Просто обалденно. Всем рекомендую, если кто-то хочет что-то новенькое. Просто прям не прикасается даже никто. Все одеяло на тебе.
Недавно ездили с женой на Мальдивы. Это опять-таки все благодаря вам, спасибо. Очередной вас. На Мальдивах там была экскурсия, снорклинг. Нужно было плавать с рыбками, смотреть через маску. Там анонсировалось, что во время экскурсии вы увидите акул, скатов и черепах. Но на море было очень волнительно, поэтому кроме акул, скатов и черепах мы еще увидели, как блюют 4 человека. Самая интересная экскурсия называлась «Увидь все, что сможешь». Мы все увидели. Была еще одна экскурсия. Нужно было смотреть на дельфинов на закате. Она так и называлась «Дельфины на закате». Стоила $37 с человека. Но там писалось, если вы не увидите дельфинов, тогда в 2 раза дешевле. Поэтому во время экскурсии я делал вид, что я не вижу дельфинов. Матросы кричали: «Дельфин, смотри!» Я говорил: «Дорого смотреть на ваших дельфинов, сами на них смотрите». У нас есть собака, мы завели собаку. Ну, жена захотела завести собаку. Я не сильно хотел собаку заводить. Жена хотела. Я заплатил за собаку. Она родилась у заводчиков. И первые 2 месяца жила там. Нам скидывали фотографии, видео нашей собаки. И мне этого, в принципе, было достаточно. Значит, что где-то у меня есть собака, я ее обеспечиваю, у нее все нормально. Я бы по такой схеме еще и кошку бы завел. Но пришлось забрать собаку. Сейчас собака бегает дома, писает иногда где-то, кусает за ноги. Мне это не сильно нравится. Я думаю, завести кого-то, кто не нравится моей жене. Типа любовницу завести. Пусть бегают вместе с собакой. Играются. Так, чтобы мы с женой лежали на диване, любовница хотела запрыгнуть, а жена, чтобы ее сбрасывала, говорила: нет, нельзя сюда. Знай свое место. Потихоньку наше жилище обрастает всякими собачьими атрибутами. У собаки свое полотенце в ванной, свой шампунь. Жалко, только сама не моется. Нет такого, что с утра подходишь к ванной, дергаешь ручку, там закрыто. Кто-то насвистывает. Говорит: пару минут. Нет, приходится мыть собаку. Недавно к нам друг приезжал в гости погостить у нас с ночевкой. Переночевал, с утра пошел в душ, говорит: какой можно шампунь взять? Я говорю: бери, какой тебе нравится. Выходит из душа, говорит: такой классный шампунь, никогда такого не видел. Я говорю: это потому, что у тебя собаки нет. Он говорит: что, шампунь для собаки? Я говорю: нет, это шампунь для гостей. Он говорит: а собаку вы каким шампунем моете? Я говорю: шампунем для гостей. Он говорит: и что же делать теперь? Я говорю: ну хочешь, палку принеси. Хорошо, друзья, у меня все для вас. Спасибо большое, рад был вас видеть. Отличного вечера. Спасибо, что пришли. Увидимся на улицах города. Пока-пока.